Привет! В этом видео расскажу про стиральную машину, в которую помещается сразу до 8 килограммов вещей. При этом глубина ее всего 44 сантиметра. Ну вот самое то, если стирки много, а места в ванной, как обычно, не очень. У нас, как всегда, подробный тест и обзор в одном видео. Это тостер. У нас вообще много интересного о домашней технике. Подписывайтесь, ведь нам с этим жить. Ну вот со всей этой бытовой техникой. Про технику High Story мы на канале рассказывали уже. Нормально за свои деньги. Ссылки на видео о холодильниках, духовках, микроволновках оставим в описании видео. И вернемся к нашей стиралке. Но не скажу, что машина как-то особенно впечатляет в плане дизайна. Скорее, такая современная классика, которая впишется, встанет в любую ванную комнату, даже в очень красивую, но маленькую. Помните, да, что глубина 44 сантиметра у этой машины, а загрузка до 8 килограммов. Пока я рассказываю главное об этой модели, она у нас будет стирать постельное белье. Обычный двуспальный комплект. Мы так решили проверить ее. Это не 8 килограммов, но это объемные вещи. Простынь, большая пододеяльник. Мне кажется, посмотреть, сможет ли она за раз такой комплект постирать нормально, интереснее и важнее, чем стирать в ней 40 футболок. Максимально усложняем тест, используем программу быстрой интенсивной стирки за 42 минуты. Надо быстро постирать постельное белье и все тут. Но оно при этом, вы видели, довольно грязное. Смотрите видео до конца и посмотрим, как машина справится. Раз уж упомянули одну из программ стирки, давайте пробежимся по всему меню. Всего тут 16 программ. Есть, кстати, программа для постельного белья, но мы уже стираем его за 42 минуты. Мы легких путей не ищем. В целом вся классика есть. Хлопок, смешанные ткани, деликатный цикл, шерсть. Отмечу отдельно программу для стирки детских вещей. Это часто важно и нужно как для детей, так и для взрослых аллергиков, например, потому что тут стирка в горячей воде, еще дополнительное полоскание. По максимуму избавляемся от аллергенов разного происхождения. Цикл для спортивных вещей забросил и все бережно и недолго стирается после тренировки, например. Еще из интересного турбостирка. Это когда время сокращается, но стирается все весьма интенсивно, чтобы результат устроил владельца. Если надо быстро освежить вещи, из магазина или в шкафу долго лежали, самое то 15-минутный быстрый цикл. Есть и стирка в 20-градусной воде. Это отдельная программа. Тут отлично экономится электроэнергия. А качество стирки, кстати, если загрязнения свежие и не особо стойкие, оно вполне норм, не страдает. Еще больше сэкономить и при этом нормально постирать можно, если выбрать стирку вообще без нагрева воды. Для части программ это доступно. Кстати, не только в целях экономии можно в холодной воде стирать, а еще то, что может полинять, что требует, очень деликатной стирки, что нужно просто освежить, не слишком грязная. Новая вещь, опять же. Эту опцию незаслуженно как-то забывают, а она вообще-то полезная. И в этой стиральной машине очень вариативно все в смысле настроек стирки. Есть программы по умолчанию, но внутри них вы можете менять опции, температуру воды, скорость отжима, добавлять полоскание, что, кстати, многие делают, я знаю. Напишите в комментариях, как вы стираете. Добавляете, например, полоскание к стандартным циклам стирки и зачем? И что в итоге вам больше нравится результат стирки? То же самое с паром, кстати. Как считаете, нужен он в стиральной машине или нет? Тут, в этой модели High Story, он есть. Все и так стирается, да еще и пар, который помогает удалять стойкие загрязнения, всякие там аллергены, и в итоге результат стирки лучше. Но ведь многим с паром спокойнее, правда? Такой более явный
вайб чистоты, что ли, с паром образуется. Начало любой программы стирки можно отсрочить, если нужно. Есть таймер отложенного старта от 3 до 24 часов. Это удобно, если стираете ночью, например, если дешевле электричество. Днем, вечером все приготовили, потом автоматически запустится стирка. Для стирки ночью, кстати, чтобы сама стирка никому не мешала, ни вам, ни соседям, есть ночной еще цикл. Все сигналы звуковые убраны, тише немного, менее интенсивнее все происходит. Отжим тоже до 800 оборотов, такой негромкий. Утром, если нужно, можно еще отжать. Вообще, тут по отжиму максимум 1200, так что без проблем даже сложные вещи нормально отожмет. Серьезно, я иногда сталкиваюсь с мнением, что 1200 это мало, надо 1600. У меня только вопрос, зачем? Ведь разница уже по остаточной влажности не сильно заметная между 1200, 1400 и 1600. При этом для таких оборотов машину надо утяжелять, некоторые другие технологические правки вносить, скажем так. При этом такой жесткий, интенсивный отжим плохо влияет на вещи, они быстрее изнашиваются. По мне так для большинства вещей 1200 много, 800, максимум 1000 это мои цифры. Даже если потом вещи в сушильную машину, хватает этого. А вы напишите в комментариях, какую скорость отжима чаще всего используете. Финализируя тему с программами стирки, скажу еще, что тут все работает по схеме нечеткой логики процесса, fuzzy logic, когда каждый цикл, каждая стирка оптимизируется под конкретные условия. Загрузка, степень загрязнения вещей, это, кстати, выбирается. Типы тканей, вещей, активная программа выбранная. Выстраивается алгоритм наиболее подходящий, чтобы и воду с электричеством, почем зря не расходовать, и время где-то сэкономить, но получить все равно на выходе хорошо постиранные вещи. У Hi-Story это называется интеллектуальная стирка AI Q-Drive. Красивое название, это же тоже важно. И пришло время мотора и всего, что с ним связано. Тут реально современный инверторный бесщеточный мотор BLDC. Он более надежный, чем классический коллекторный, потому что нет у него этих токопроводящих, вращающихся угольно-графитовых щеток. Они и изнашиваются в итоге, и шумят. Инвертор же дает возможность мотору работать с нужной мощностью, интенсивностью в каждой конкретной ситуации стирки. Тут мы вспоминаем нечеткую логику, и AI Q-Drive. Не всегда на максимуме мотор работает, в итоге надежности больше, а шума и расхода электроэнергии меньше. Класс энергоэффективности машины А3+. И круто еще, что разборный бак. Это сильно прокачивает ремонтопригодность машины. И Proten, тогда уж не забудем, он из правильной нержавеющей стали 430, у которой очень крутые показатели устойчивости к коррозии и вообще агрессивным таким химическим средам. Плюс никелированный, что еще больше повышает его рабочий ресурс. Тен реально норм, но я сейчас не буду убеждать никого в какой-то там, космической защите от накипи. Если вода жесткая, если вы часто стираете в горячей, то накипь все равно будет рано или поздно. Стирайте больше на 40 градусах и ниже, если есть такая возможность. Стиральный барабан. Тут подсветка есть внутри. Часто она полезна, когда все вынул, а один носок в барабане никак не найдешь. Не такая уж это мелочь. Сам барабан с сотовой структурой это дает такое более аккуратное, что ли, скольжение вещей. То есть стирка бережнее. Это решение, которое появилось в немецких стиральных машинах Милли когда-то. Теперь срок патента прошел, и это используют уже разные производители. Производитель, кстати, еще говорит о ребрах, этих захватах для белья, которые с защитой от воздействия моющих средств, чтобы поверхность оставалась гладкой всегда, ничего не трескалось, не отламывалось.
Периодически, ну раз в 3 месяца хотя бы включайте очистку барабана. Тут есть такая опция. Но особенно я бы рекомендовал это делать перед первой стиркой в машине и далее, если часто стираете при невысоких температурах воды, чтобы удалять вот этот налет мыльный, жирный, который появляется. Защита корпуса от протечек. Тут предусмотрена аквастоп, защита шлангов наливных нет. Но, честно говоря, я не знаю людей, у кого бы он сработал хотя бы раз. Если вам он помогал, напишите в комментариях, как и что было. Кстати, вот в новых домах, где, возможно, отключают воду еще периодически, с давлением могут быть игры, аквастоп вообще может стать проблемой. Вечно будет воду блокировать. Если вам точно надо клапан аквастоп, его можно всегда отдельно докупить и установить. Блокировка панели управления, защита от детей есть и возможность дозагрузки вещей. Если что-то забыли в начале циклов стиральных, это можно сделать. Важный момент. Меня недавно спросили в комментариях. Купил человек стиральную машину, распаковал, а в ней вода. Вот на дверце и вот в резиновом уплотнителе. Типа, что за фигня, продали в БУ. Нет, немного воды может быть и в баке даже стиральной машины. Это нормально, потому что на заводе проверки качества, проверки работы всех узлов машины, они всегда есть. На определенном этапе вообще все машины проверяют, плюс потом еще выборочно. И в конце конвейера упаковка же сразу, и сразу в пленку. И вода, она просто не успевает высохнуть там или испариться. И ничего страшного в этом нет. Это значит, что машина, недавно с завода, и вот уже она у вас. Стирка закончена, дверца разблокировалась. Тут, кстати, электромагнитный замок дверцы люка. Это более такое современное, правильное решение, чем механический термостатный. Более понятный у него алгоритм работы, он еще быстрее открывается после того, как машина закончила работать. Да? Не ждешь вот это вот по 85 минут. Если вдруг нет электричества, люк все равно можно открыть. Внизу есть рычаг разблокировки дверцы. Вынимаем наше постельное белье. На нем никто не спит никогда. Да, если что, она у нас специально, чтобы пачкать и стирать. Двуспальный комплект. Полностью весь мы стирали. Простынь, пододеяльник большой и 2 наволочки. Вы все сами видели, как и чем все было испачкано, какую программу стирки использовали. 42 минуты она длилась. И вот теперь видите, как все отстиралось. Зачет, машина справилась со стиркой. Вот таких объемных вещей. 2 таких больших комплекта я стирать одновременно все же не рекомендую, а вот 1 полный легко и недолго получилось. Я очень много видел стиральных машин, мы много их снимали, и могу сказать, что эта High Story, знаете, она оставляет такое хорошее, приятное, нормальное впечатление. Технологии на хорошем современном уровне. Вот тот же мотор надежный, бесщеточный, инверторный, оптимизация стирки под конкретные условия. Непосредственно конструкция, окей, вспомним разборный бак, ремонтопригодность, и все остальное. Набор программ стирки, опций дополнительных довольно много, вариативность настроек работы, материалы, дизайн. Тостер рекомендует. При нормальной, правильной, это важно, эксплуатации такая стиральная машина долго прослужит. И цена по нынешним временам за такой девайс, вполне приемлема. А вы что скажете? Пишите свое мнение в комментариях. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Рутюб, ВК-видео, Дзен, Telegram, Одноклассники, сайт Toster.ru. Тоже есть там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!